Уважаемые студенты, и, как говорится, снова я в эфире, потому что стало понятно, что нельзя закончить вот эту первую лекцию по иммунитету, не рассказав о факторах атаки паразитов. Ну, почему так надо сделать? Потому что вот мы рассматриваем вертикальную и горизонтальную патосистемы. В рамках горизонтальной патосистемы мы говорим о каких-то жизнеспособности растения, хозяина и патогена, агрессивности последнего, как они взаимодействуют. В рамках вертикальной патосистемы мы говорим о каких-то спецмеханизмах защиты и нападения. Но, собственно, больше, наверное, применительно к пассивному иммунитету надо обобщить, как патогены преодолевают линии обороны растения хозяина, ну даже, может быть, на молекулярном или другом уровне, вне зависимости от того, к какому типу иммунитета эти защитные линии относятся, к какому соответствуют. Вот просто разберем, какой арсенал есть у патогенов. И, собственно, этому и будет посвящена третья часть первой лекции. Она будет называться «Факторы атаки паразитов». Ознакомлю вас с факторами атаки паразитов. Первое. Прорастание на поверхности. Второе. Формирование инфекционных структур. Третье. Механическое пробивание. Четвертое. Выделение ферментов. Пятое. Попадание через ранки. Шестое. Формирование гаусторий. Седьмое. Выделение вивотоксинов. Восьмое. Выделение фитогормонов. Девятое. Распространение паразита по растению. И десятое. Высвобождение паразита после завершения патологического процесса и формирования новой генерации паразита. Давайте разберем эти факторы чуть более подробно. Но отмечу, что желательно до этого еще раз прослушать лекцию по инфекционным болезням растений, где говорится о типах паразитизма и специализации паразитов. Можно прочитать в учебнике соответствующие главы. Тогда материал, который я буду характеризовать сейчас, станет для вас более понятным, и дидактически его будет легче понять. Начать надо с того, что в рамках вертикальной и горизонтальной патосистем понятно, что между патогеном и растением-хозяином существует как бы своего рода соревнование, в рамках которого патогены предлагают, так сказать, спектр, ассортимент факторов атаки, благодаря которым они преодолевают иммунитет, всевозможные барьеры, всевозможные иммунные реакции растения хозяина. И вот в дидактике, в преподавании, да и в изучении иммунных реакций принято с позиции фитопатологии говорить не только непосредственно о всяких там физиологических механизмах, экспрессии генов устойчивости, но также и о факторах атаки патогенов. Ну, собственно, тогда понятно, как факторы и механизмы иммунитета, устойчивости растений работают. Иначе их не понять, так сказать, провисают эти знания. А так становится понятно. Вот. И вот это взаимодействие мы сейчас и посмотрим. Ну, начнем мы, наверное, с прорастания на поверхности. И сразу же отметим и выделение фитогормонов. Вот патогены, они, так сказать, не ориентируются в пространстве посредством органов чувств. Вот. У них есть химические таксисы. И в ответ на выделение
из устиц или чечевичек, каких-то выделений растения хозяина, и ориентируется рост ростковых структур, извиняюсь за тавтологию, они растут в определенном направлении, то есть к отверстию, входу в растение хозяина, а в другом направлении они не растут. Ориентируются они благодаря выделению фитогормона этилен. Вот это вот и есть, собственно, самый главный фитогормон, который способствует ориентации в пространстве фитопатогенов на этапе внедрения. Также здесь огромную роль играют сахаристые выделения растений, которые также способствуют ориентации патогенов, ну особенно грибных, пропагу в пространстве, да и времени. Следующий фактор атаки, который мы разберем, это формирование инфекционных структур различных. Ну, сделаем мы это на примере фитопатогенных грибов и псевдогрибов. Они формируют ростковые трубки, которые врастают, ну, к примеру, через устица. И на этапе врастания в устица они формируют опрессории, то есть такие как бы якоря, и подушечные вздутия, которые закрепляют патогена в месте внедрения, не позволяют смыть его в воде или сдуть его ветру. И в результате патоген, а он на этом этапе очень уязвим, но вот облигатный паразит становится несколько менее уязвим, у него уже появляются шансы успешно осуществить патологический процесс. Собственно, с этого он начинается. Далее от подушечного вздутия может отрастать субстратный мицелий. У мучнисторосяных грибов он атакует клетки эпидермы, так как, напомню, что внедрение происходит не через устица, а через прорыв кутикулы непосредственно гифами гриба и экзоферментами. А у остальных грибов и псевдогрибов субстратный мицелий распространяется в клетки паренхимы, и он образует внутриклеточные присоски гаустории. Вот таким образом происходит паразитизм на тканевом уровне. Эти инфекционные структуры обеспечивают успешный патологический процесс и преодоление иммунных реакций. Подробнее теперь стоит сказать, наверное, о том, как происходит внедрение инфекционных структур в ткани, как они прободают или прободеют кутикулу, какие-то клеточные стенки. Вот об этом надо сказать. Значит, для этого у них есть несколько приспособлений. Во-первых, вот если взять гифу, то на кончике ее формируется такой, ну, достаточно массивный меланиновый чехлик. Меланин представляет собой что-то вроде наконечника копья, с ним его можно сравнить, который позволяет преодолеть барьерные механизмы пассивного иммунитета. Кроме того, на этом этапе работают экзоферменты, которые осуществляют химические разрушения покровов. Такие ферменты, как кутиназы, целлюлазы, имеются у многих грибов, есть они и у бактерий. Благодаря этому твердая кутикула, твердая целлюлозная клеточная стенка становится как бы более мягкой
она размягчается, мацерируется и легче пробивается вот этим вот как бы копьем в виде ростковой трубки патогенов. Наконец, внутри клетки как бы происходит усиление цитоскелета. Там образуется большее количество микротрубочек, белковых структур за счет активности белка, который называется кальмодулин. В результате мы имеем такие жесткие, ригидные структуры, которые характеризуются также химической активностью. И вот они пробивают покровы растения хозяина, осуществляют внедрение патогена в растение хозяин, пробивают его барьерный иммунитет. Но теперь надо сказать о роли гаусторий. Значит, гаустории — это важнейшие структуры облигатных патогенов грибной и псевдогрибной природы. Они формируются внутриклеточно, то есть субстратный мицелий пробивает уже клеточную стенку, разрушает ее, инвагинирует мембрану, плазмолему внутрь клетки, и дальше он как бы способен регулировать проницаемость и полупроницаемость мембраны. В результате происходит очень важное событие. Патоген способен регулировать метаболизм растения хозяина на клеточном уровне. То есть он может и подстимулировать его на каком-то начальном этапе, чтобы пластический обмен шел более интенсивно, чтобы клетка работала как фабрика, готовя для патогена питательные вещества, органические, может быть, неорганические тоже. А далее гаустория начинает работать как, извините за сравнение, вантус, как пылесос. Он засасывает в себя вот эти вот синтезированные молекулы, за счет которых патоген и питается. С растением хозяином на этом этапе происходит как бы катастрофа, нарушается фотосинтез, нарушается пластический и энергетический обмен, и растение хозяин просто начинает как бы погибать. Вот в этом заключается паразитизм облигатных паразитов, такой биологически пригнанный, адаптированный, и вот эти структуры способны преодолевать на клеточном уровне реакции иммунного ответа растения хозяина. И теперь важнейший момент нашей лекции. Патогены внедряются в растение хозяин через механические повреждения. Вот об этом я хочу поговорить сейчас очень подробно. На примере каких-то известных очень патогенов, связанных с сельскохозяйственной фитопатологией и лесной фитопатологией. И также сразу мы отметим, что механические нарушения барьерного иммунитета, они могут быть связаны просто со стрессовыми внешними реакциями, с антропогенным воздействием, а также и с внутренними физиологическими процессами, которые, впрочем, также могут быть провоцированы исходно стрессовыми экологическими факторами. Давайте подробнее об этом поговорим. На примере картофеля возьмем. Недавно был проведен
в режиме онлайн важный семинар, на котором как бы собрались производственники, ведущие ученые по защите картофеля от болезней и вредителей, студенты нескольких ведущих вузов, Тимиряевской академии, РУДН, МГУ и так дальше. Цель этого семинара была ознакомиться с основными болезнями, основными проблемами при выращивании картофеля. И что оказалось? Вот, ну, как бы картофель, как мы знаем, выращивают двумя типами. Это промышленное выращивание картофеля и выращивание картофеля на огородах, на дачах. Вот. Оказалось, что крайне существенной проблемой являются механические повреждения при уборке. Будь то из-за картофелекопателей, будь то из-за лопат. Вот, но просто дальше картофель теряет лёжкость, и проблемы достигают, ну, огромных показателей. Вот, оказалась очень серьезная проблема. Ну, в большей степени она, конечно, касается промышленного выращивания картофеля и использования сельскохозяйственной техники. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что наносятся механические повреждения, и, повторюсь, дальше развиваются различные заболевания. При хранении, если это семенные клубни, то они переходят дальше в следующий вегетационный сезон. То есть картофель будет уже зараженный, низкого качества будет семенной картофель. Вот. Ну, дальше нужно привести очень много примеров из лесной фитопатологии. Ну, для меня очень близка тема, и для Оксаны Геннадьевны Смирновой очень близка тема состояния древостоев в условиях Москвы. Ну, эта тема объективно очень важна, потому что древостои как бы спасают города от экологической катастрофы, это понятно. И древостой находится в ужасном состоянии. А почему? Потому что идет всевозможное урбанизированное воздействие на древостой, и в результате там образуются такие вещи, как морозобойные трещины, отлупы. Но если еще немножко экологию добавить, солнечные ожоги. Вот на примере туи, с которой я вот рядом стою, ну этот экземпляр, слава богу, в хорошем состоянии, а бывает, что все туи буреют от солнечных ожогов. Но на самом деле зачастую это связано не только с солнечными ожогами, но и в озеленении с нарушением агротехники и с нарушением сроков посадки вот, кустов туи. Скажем, если с посадкой запоздают, то весной может быть вот такая проблема. Происходит разрушение барьерных структур, корки, пробки, и в результате проникают, пропагывают трутовых грибов. Ну, очень часто это трутовик настоящий, и особенно трутовик ложный. Ну, совершенно понятно, что они могут проникать и через устица, и через чечевички. Вот. Но, как бы, вот это очень большая проблема. Ну, в частности, вот, когда я делал обследование, готовясь к этой лекции, я нашел по трещинам развитие очень многих грибов, опенков, вот, различных трутовиков, ну, самых разных видов и разновидностей. Признаться, все это я смотрел недалеко от нашей академии, на Тимиряевской улице и в прилегающих районах, и я обнаружил, что просто в ужасном состоянии находятся деревья самых разных пород, тополя,
клены, ясени. Вот. И, так сказать, повышается из-за этого их степень поражения трутовыми грибами, вследствие чего повышается их фаутность. Ну, интересно, что также вместе, значит, вот этих всяких механических повреждений, отлупов, изъязвлений, морозобойных трещин могут еще образовываться и капы, то есть наросты, ну, различного происхождения. Таким образом, как бы, возможно, растение пытается сделать, ну, как бы проявить иммунную реакцию. Вот, например, есть такое заболевание, морозобойный рак, когда вместе морозобойны в ответ на, ну, развитие, может быть, уже даже и трутовых грибов, тоже провоцируется развитие каких-то смол и камедий, и в результате этого образуются вместе морозобойны нарост, который как бы защищает это место от дальнейших инвазий. Вот такое вот интересное проявление иммунитета. Это встречается и у лесных культур, и у плодовых деревьев, в садах. Вот я рассказал об эпидемии эпифитотии на различных деревьях на Тимиряевской улице, но более такой известный и более даже жуткий пример — это голландская болезнь вяза, сосудистый микоз дуба, вот подобные болезни. В чем их, так сказать, вредоносность? Дело в том, что они вызываются как бы не только грибом, а грибом, находящимся в симбиозе с короедом. И короед, и патогенный гриб, они сами по себе уже жуткие, так сказать, организмы. Но когда они находят возможность образовать симбиотические взаимосвязи, вообще получается двойная жуть, получается синергетический эффект, двойной эффект. Эта система из короедов, нередко рода Ипс, и грибов из родов Опиостома или Цератоцистис атакует растения хозяева, вязы, там, дубы. Так, короеды и тому подобные насекомые атакуют растение хозяин и делают в нем как бы лабиринты, ходы. Но им нужна помощь в виде какого-то ферментативного воздействия, потому что делать лабиринты очень трудно в ригидной, жесткой древесине. И эту помощь им как раз оказывают экзоферменты грибов из родов Опиостома и Цератоцистис. Получается симбиоз. В чем его роль? Гриб распространяется посредством древоразрушающих насекомых, а при этом гриб предоставляет этим самым древоразрушающим насекомым экзоферменты, которые позволяют им делать лабиринты, ходы в древесине растения хозяина. Как я уже говорил, эффект получается жуткий. Вот очень многие дубы, к примеру, на нашей лесной опытной даче таким путем погибли, а голландская болезнь вязов, она не лечится. И большинство вязов в Москве и, в частности, на территории нашей Тимиряевской академии, в частности, вот около 12-го корпуса, погибли из-за голландской болезни вязов. То есть, вот, если еще с отдельными какими-то вредителями или возбудителями бороться еще научились, то с патокомплексами бороться не научились. И патокомплексы очень эффективно вот взламывают
барьерный иммунитет растений хозяев. А если посмотреть в контексте грибов, то вот как раз механические повреждения, которые делают насекомые, здесь как бы уже абсолютный фактор, наиболее эффективный фактор преодоления барьерного иммунитета в плане атаки грибных патогенов. Вот еще один пример воздействия на барьерный иммунитет растения хозяина. Очень эффективный в плане грибов и в плане симбиотических взаимоотношений между патогенами и вредителями. Бывает и так. И в плане того, что иммунитет способны преодолевать не только отдельные вредные организмы, но и патокомплексы, состоящие из нескольких из них. Но также нужно отметить, что бывают еще и, значит, проявления механических повреждений из-за экологических факторов, таких как, ну, например, влажность, переувлажнение почв. Так, на картофеле при переувлажнении почвы где-то в сентябре, в октябре на клубнях происходит недостаток аэрации и проявляется такое явление, как разрастание чечевичек. То есть иммунная реакция, которая, в общем-то, направлена на компенсацию вот этого вот стресса, чтобы усилить аэрацию тканей клубней. Это очень важно. Но если достичь этого не удается, то дальше уже происходит деструктуризация и развитие мокрых бактериальных гнилей, которые неизбежно попадают в таких комфортных для себя условиях внутрь клубня, их возбудители туда попадают, а болезни там активно развиваются. Вот такой пример. Ну, еще интересный пример, когда избыток азота на картофеле способствует дупловатости. Вот. Ну, а развитие, например, всяких там проволочников, медведок способствует образованию повреждений в виде отверстий на картофеле. Вот такие примеры. Ну и есть еще последний пример, о котором я хочу сейчас рассказать. Это повреждение зерна. Это неинфекционное заболевание, носит название ЭМИС, энзимомикозное истощение семян, бель початков кукурузы или стекание зерна. Начиная с фазы молочной или восковой спелости или при хранении, переувлажнения, оно способствует набуханию крахмала. Это и есть как бы непосредственный стрессовый фактор. Вот. Происходит нарушение барьерного иммунитета, из-за чего? Из-за того, что крахмал набухает и разрушает покровные структуры не снаружи, а изнутри. Вот это вот очень интересный такой пример, нестандартный. А дальше все идет своим стандартным ходом в сопряженном режиме. Атакуют через новообразовавшиеся механические повреждения плесневые грибы, чуть в меньшей степени бактерии, и зерно начинает плесневеть. Вот чтобы этого не было, ну, при хранении банально замеряют влажность зерна. Вот то, что я хотел рассказать вам о механических повреждениях. Это важнейший фактор нарушения иммунных реакций, ну, преимущественно барьерных. Они имеют, повторюсь, большое значение в защите растений и в растениеводстве в целом. Теперь мы перейдем к следующему фактору атаки патогенов — пробивание
клеточной стенки. Ну, напомню, что клеточная стенка представляет собой целлюлозные фибрилы, скрепленные между собой матриксом. Фибрилы идут в основном параллельно, а матрикс, состоящий из гемицеллюлозы и пектина, скрепляет их. Дальше, значит, вся эта структура, она как бы пропитывается лигнином, а патогены это разрушают. Как они это разрушают? Благодаря механическому внедрению, механическому прободению и благодаря ферментам. Вот. Ферменты какие бывают? Целлюлазы. Они разрушают целлюлозу. И полифенолоксидазы. Лигнин это полифенол. И, значит, происходит разрушение лигнина благодаря действию полифенолоксидаз. И целлюлаза, и полифенолоксидазы есть у широкого спектра грибов, самых различных, которые разрушают древесину. Наконец, в этой связи бывают деструктивные и коррозионные гнили древесины. При деструктивных гнилях работают в основном целлюлазы и разрушается целлюлоза. Происходит как бы разрушение целлюлозных вот этих вот фибрил, а их можно сравнивать, ну, например, с арматурой в бетоне. Если кому-то, кто разбирается в строительстве, понравится такое сравнение. Так вот, с арматурой в бетоне. Вот. И в результате, если произойдет разрушение фибрил целлюлозы, то произойдет как бы растрескивание, дефрагментация всей клеточной стенки, всей древесины. Вот. Растрескивание. Это и будет деструктивная гниль древесины, при которой она будет буреть. При коррозионной гнили древесины работают полифенолоксидазы, то есть разрушается преимущественно лигнин. Древесина преимущественно не крошится, не растрескивается, а расслаивается, потому что арматурные, так сказать, скелетные элементы остаются в целости, а наполнитель разрушается. Вот, и в результате вся структура именно расслаивается. При этом она не буреет, как в случае деструктивной гнили, а белеет. Ну, иногда бывают пестрые гнили древесины, преимущественно коррозионные, но когда разрушаются и лигнин, и целлюлоза. А бактерии, которые, вот, например, при паренхиматозных бактериозах атакуют как бы клетки паренхимы, они разрушают клеточные стенки. Но там уже никакой древесины, понятное дело, нету. И нужно разрушить клеточную стенку, которая состоит из целлюлозы и матрикса. Что легче разрушить? Здесь легче разрушить как раз матрикс, пектин, смычку между целлюлозой и гемицеллюлозой. Вот. И разрушение пектина, которое делается посредством пектиназ. Вот есть такая бактерия, пектобактериум, она так и называется, которая выделяет экзоферменты пектиназы. Они разрушают пектин клеточных стенок, и в результате происходит размягчение или мацерация всех тканей с проявлением таких мокрых гнилей бактерий. Следующий важнейший фактор, который касается в основном уже не облигатных, а факультативных паразитов, это вивотоксины. Оружие их
дальнего боя, оружие, которое имеет достаточно низкий КПД, но в то же время, ну, можно сказать, и эффективное на высоком уровне. Вивотоксины способны диффундировать по растению хозяину и вызывать такие симптомы, как некрозы, хлорозы, гнили и увядания. То есть патоген, бактерия или гриб, может находиться, ну, допустим, в почве. Он будет выделять вот эти вот вивотоксины, они будут диффундировать по растению хозяину и вызывать некротизацию тканей, а дальше гриб уже получит возможность развиваться. Иначе возможности нет, потому что и пассивный, а зачастую и активный иммунитет сдерживают его развитие. Здесь без шансов. Но если вивотоксины разрушают структуры растения хозяина, подавляют проявление иммунных реакций, то возможность для развития у таких грибов появляются. Это факультативные патогены, повторюсь, это не ржавчина, не головни, не мучнистые росы. Вот. Почему КПД у них низкий? Потому что, ну, бывает довольно забавно. Бывает, что вивотоксины образовал один гриб, а развился совершенно не он, а совершенно другой гриб. Вот. Ну, по этому принципу работают различные пятнистости. Вот особенно классический такой пример — это корневые гнили, мокрые гнили, вот, и так дальше. Ну, можно перечислить некоторые примеры вивотоксинов. Это органические кислоты, щавелевая кислота, бывает у грибов из рода склеротиния. Это циклические ароматические соединения, фузариевая кислота. Это циклические пептиды, в частности фазеолотоксин, они бывают у фитопатогенных псевдомонад. Это гликопептиды, бывают у возбудителей сосудистых бактериозов, бактерий из рода клоибактер. Бывают полисахариды, они встречаются у бактерий из рода ксантомонас, которые также вызывают сосудистые бактериозы. И, наконец, полипептиды, вот очень интересно, их выделяют как раз у возбудителя голландской болезни вязов, гриба Опиостома ульми. Опять мы много говорили про опиостомовые грибы и голландскую болезнь вязов в данной лекции, но здесь еще интересно то, что полипептиды, то есть на уровне белков идет взаимодействие со стороны патогена и, вот как мы ранее говорили, растения хозяина. Вот, то есть иммунитет растения, его пробивание зачастую имеет белковую природу. Какой механизм действия вивотоксинов? Они ингибируют ферменты растений, они связывают мембрану, то есть нарушают полупроницаемость мембраны, вот, и изменяют метаболизм фитогормонов, а зачастую действуют и сами как фитогормоны. Ну, дальше нужно еще упомянуть про вирусные F-белки. Вот это вот фактор, который как бы повышает флотацию вирусов, их способность распространяться по флоеме растений. Ну, в целом, про вирусы, как они преодолевают иммунитет растений, можно посмотреть в соответствующей лекции про вирусы, там в какой-то специальной фитопатологической литературе. Вот, ну, здесь так получилось, что больше внимания мы уделили грибам и бактериям. Вот. У вирусов, отмечу, взаимодействие происходит в основном на молекулярно-генетическом уровне. Вот. И
здесь довольно трудно говорить вот об таком иммунитете растения в его классическом понимании, в его классическом представлении. Уважаемые студенты, ну, я благодарю вас за внимание. Третья часть первой лекции и, соответственно, вся первая лекция подошла к концу. Ну, чисто во временном отношении мы закончили работу по курсам фитопатологии растений и иммунитета растений. И в завершении их мне хотелось бы сказать буквально несколько слов. Ну, я благодарю вас за внимание. Наши лекции послушало где-то порядка 5000 человек, связанных с Тимиряевской академией. Вот. Но главное, я хочу поблагодарить соавторов вот этих вот, по сути, видеофильмов. Прежде всего, это кандидат биологических наук Оксана Геннадьевна Смирнова. Вот. Научное консультирование этих видеолекций на профессиональном уровне, видеомонтаж. Вот я произвожу монтаж видеолекции. Вот тут написано название, часть 3. Вот это вот кусочки видео, снятого на улице. Вот это кусочки, вот это фотографии, картинки, схемы, которые тоже через Photoshop. Там как-то улучшены. Вот всякие схемы. И вот сама, вот она, как выглядит лекция в программе. Вот это вот она. То есть получается как ювелирная такая работа, как будто ожерелье с множеством нанизанных кусочков. И получается вот эта лекция. Я уже осипла даже. Вчера мы ее монтировали, ну не ее, там другую, до 5 утра. Но сегодня быстрее, сейчас 2:30 покажу. 2:33. 2:33 ночи, утра. Но уже конец обозрим. Вот практически. Вот еще чуть-чуть. Делается 5-10 минут, примерно час-2 часа. В зависимости от сложности куска, от сложности монтажа. Вот так. Все. Мы пытались совместить и, будучи профессиональными преподавателями, и как бы академический подход к занятиям. Вот. Ну, работа проводилась на фоне эпидемии. Сейчас бушует вторая волна. Вот. Очень опасная ситуация, но мы сделали все, что от нас зависело, и Оксана Геннадьевна, и я, чтобы можно было передать вот эти профессиональные знания студентам Тимиряевской академии, ну и, возможно, других вузов. Мы для этого сделали все, что от нас зависело. Также я хочу поблагодарить других членов нашей семьи: Смирнова Георгия, Смирнова Андрея, Смирнову Елизавету. Они придали лекциям шарм, непосредственность, зачастую помогли получше донести материал, но самое главное, я надеюсь, что они вот в лихую годину позволили поднять всем нам настроение. В завершение я должен поблагодарить наш университет, Российский государственный аграрный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Климента Аркадьевича Тимирязева за понимание, за всестороннюю поддержку и за информационный портал, который, собственно, и стал мостом между нами и вами, слушателями лекций. Все мы находились, согласно решениям руководства и правильным решениям, на самоизоляции для того, чтобы ограничить эпидемию. Ну, мы сделали нашу работу,
И вы сделали свою работу. Мы сделали лекции, вы их прослушали. В лихую годину учебный процесс сорван не был. Это очень важно. Подготовка специалистов агрономических специальностей была продолжена. Ну, собственно, и все. Еще раз всем спасибо.